Здравствуй, народ! Подписался, нажал на колокольчик и погнали! Сегодня у нас будет повестка дня. Меня тут некоторые комментаторы обвиняют в том, что я претендую на роль грядущего царя. Вы серьезно? Я царь. Мне вот интересно, а я где-нибудь говорил, что я это царь? Или я вещал монологи с короной на голове, со скипетром в руке? Может быть, я кому-нибудь показывал справку из дурдома, в которой черным по белому написано: диагноз – царь всея Руси. А вообще, так-то на минуточку, кто-нибудь видел в России коронацию царя? Нет, не видели. Вот и я не видел. Я тут людям, как профессиональный сталкер, сказки рассказываю. А меня за это вдруг уже назначили царем. Без моего согласия, без зарплаты, без соцпакета. Протестую! Сижу я вот и думаю, как объяснить идиотам, что я никакой не царь, если они даже слово «царь» не понимают. Царя так-то на минуточку выбирают на Вселенском соборе. И не кто-то, а люди. А у нас что? У нас YouTube и крики: «Я грядущий царь!» Какой к лешему царь! Какой Вселенский собор! Тут новоявленные цари в комментариях друг другу глотки рвут за смайлики. И я в этой атмосфере царь. Ага. Мне тут пишут: ты подражатель. А я стою и думаю: интересно, кому же я подражаю? Я сам цитирую свои тексты, я сам выражаю свои собственные мысли, сам сочиняю стихи. Кому, интересно, я подражаю? Может быть, Пушкину? Так я нигде не писал: «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты». Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. У меня так-то на минуточку совсем другие чудные мгновения в жизни. И они не для эфира. Ну и если я подражатель, то назовите мне, пожалуйста, автора моих монологов. А вот это вообще просто моя любимая тема. Ты трус, потому что ты в маске. Сними срочно маску. Сними маску, мы тебе говорим. И знаете, кто обычно просит снять маску? Тот, кто сам прячется. Прячется за фейковым аккаунтом, без лица, без имени, без фотки на аватарке. И он пишет мне: сними маску, трус. Дружище, ты свое лицо для начала покажи, но же потом требуй снять маску с кого-то еще. Ну, а теперь давайте-ка к сути. У нас тема дня. Аватар Калки, Махди, Матрея, царь мира, спаситель. Тот самый чувак, который придет и наведет во всем мире порядок. Вы вообще анализируете весь этот цирк абсурда, который происходит в интернете вокруг этого персонажа? Половина Ютуба уже объявила себя грядущим царем и спасителем. Вторая половина гадает на картах Таро: когда же он придет? Кто он такой и где он? Таро. Гадание на кофейной гуще.
Судьбу человечества решает не наука, не политика, а какая-то тетя Люба из Мытищ с колодой, купленной в волшебной лавке. За 200 рублей. Выпал повешенный, санкции против Сингапура. Выпала колесница, давайте распустим ООН. И ладно бы просто гадали. Есть же персонажи, которые кричат: я это царь, я пришел. Ты где пришел, родной? И куда? У тебя ипотека, ты живешь с мамой, а по выходным царствуешь в Ютубе. Под трек «Я русский». Какой Махди, какой аватар Калки на электросамокате. Это никакое не спасение мира. Это доставка суши, причем просроченная. Давайте разберем весь этот цирк абсурда. Я тут для вас приготовил 4 официальных голливудских сценария. Появление спасителя мира. Версия первая. Супермен-экстрасенс. Чувак читает мысли людей, левитирует, материализует пельмени. И приходит он в Кремль и говорит: чуваки, все собрались в законодательном собрании, потому что я спаситель мира. А через полчаса он уже в Лефортово. А через час пресс-релиз. Гражданин Индии пытался взломать ядерный чемоданчик шаманским бубном. Угроза национальной безопасности, дорогие мои. И все. Где ты летать собрался, родной? Тут митинг, чтобы согласовать. Надо быть магом 27 уровня. И то не факт, что разрешат его провести. А тебе не набьют голову палкой. Версия вторая. Просветленный мастер. Лектор, вещающий истины. Осознайте свою божественность. Вселенная вибрирует и меняет свои вибрации. Настройтесь на новую частоту, и будет вам чудо. Чудо. И что? Война вдруг кончилась в мире. Нефть вдруг упала в цене. Или олигархи вдруг раздали все свои богатства и ушли в монастырь. Ага, сейчас. Вся эта история – это череда просветленных. Иисус говорил, Будда говорил, Кришна говорил, Толстой говорил и даже писал. Даже дядя Вася у подъезда, когда пьяный, говорит удивительно мудрые вещи. А мир как катился в бездну, так и катится. Потому что, как гласит древняя мудрость, трындеть, дорогие мои, это не мешки ворочать. Версия третья. Политик. Он станет президентом и все порешает. Ага. Все порешает, как только станет президентом. Приходит такой новоявленный президент в кабинет, открывает свой стол, а там система. Здравствуй, дурачок. Вот график встреч с лоббистами. Вот спецслужбы докладывают, если не продадим сегодня танки, бюджет страны рухнет. А вот дяди в черном просят подписать указик, иначе у твоей дочки во Франции случится несчастный случай. И все. Либо ты становишься частью системы, либо вдруг падаешь с лестницы. У тебя случайный инфаркт. Верхушка власти, дорогие мои, это клетка. Клетка для тигра. Сиди и не рыпайся. И неважно, кто ты, президент или грядущий царь. Версия четвертая. Революционер
вождь. Вставайте, вставайте, давайте скинем оковы и освободимся от рабства. И за ним идут. Идут миллионы. А через год мы видим того же парня на золотом унитазе, который говорит: так, дорогие мои, вы неправильно понимаете революцию. Потому что все это мы уже проходили. Просто нужно внимательней читать учебники истории на уроках. И вот я такой сижу в этой дурацкой маске Вендетта, пью чай и понимаю. Все эти 4 версии – это просто детский инфантилизм людей, что ждут папу. Когда же он придет? Или крестную фею, как в Золушке, которая придет и всех спасет. Мы все сидим и ждем, что кто-то все придет и все порешает. Когда-то, где-то там, в будущем. Потому что люди в большинстве своем ленивые, напуганные и привыкли, что за них думает телевизор, в котором сидит дядя, который якобы что-то решает. Ну а настоящий спаситель, если он вообще возможен, это никакой не человек. Это идея. Это технологии. Сеть людей, у которых нет лидера, но есть общий протокол. Это не чувак-экстрасенс с пельменями, а, возможно, какой-то ботаник из академгородка, который вдруг изобрел вечный двигатель, делающий нефть никому не нужной. Ну или программист, который пишет код для новой системы управления государством. И это никакой не царь, это архитектор. И у него нет никакого лица. И может быть это просто все мы, люди, которые просто перестали ждать. И вдруг начали работать. Но от работы, говорят, кони дохнут. Так вот, дорогие мои комментаторы, никакой я не царь. Я ваш шут апокалипсиса. И я один из тех немногих, кто еще может говорить правду таким, как вы, и королям. И я не претендую ни на какой трон. Так что расслабьтесь. Мне он не нужен. Все, что мне нужно, это ваш разум, ваш ум. И я хочу, чтобы вы все просто проснулись и, наконец-таки, стали свободными от догм, которые скопились, как черти в вашей голове. Перестаньте ждать спасения. Начните что-нибудь уже делать. Вот и все. Как говорится, проснется только тот, кому не спится. Лети в небеса, моя божественная птица. Лети, потому что именно там тебя ждет счастье, любовь и свобода.